корейский салат из салат латука. Это именно тот самый салат, который можно есть начиная с весны на протяжении всего лета и даже в начале осени. Итак, нам потребуется салат латук 150 грамм. Прежде всего мы, конечно же, должны хорошо промыть салатные листья. Я буду показывать в стоячей воде, но, конечно же, это лучше делать в проточной воде. И я что еще делаю? Добавляю немного, замачиваю листья в воде, добавляю немного уксуса, немного соли, но буквально на несколько минут, потому что не стоит салатные листья долго держать в воде. Затем эту воду, в которой были замочены салатные листья, я сливаю и затем промываю в проточной воде под краном. Опять же говорю, я показываю сейчас в стоячей воде. И с таким же образом я обрабатываю, промываю вообще в принципе всю зелень. Вы можете просто промыть в холодной воде. И затем мы должны постараться удалить как можно большую часть жидкости с листьев, так вот их встряхивая и затем просто оставив их отекать дальше воду с них. Теперь подготовим соус и остальные ингредиенты. Половина средней луковицы нам потребуется, мы нарезаем ее тонкими полукольцами. Можно также нарезать морковку тонкой соломкой и, в принципе, добавить другие овощи, которые вам нравятся, или даже зелень в этот салат. Соус-заправка. Начинаем с соевого соуса, который потребуется нам в объеме 2 столовых ложек. Затем рыбный соус 1 столовая ложка. Если не любите или нет, рыбный соус можно пропустить. Затем молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Сахар 1 столовая ложка. И затем молотый красный перец 1 столовая ложка. Можно уменьшить до половины столовой ложки, если сильно острый вы не едите. И уксус 2 столовые ложки. Я использую яблочный уксус, вы можете попробовать какой-нибудь другой. И затем все хорошо перемешиваем. Даем также соусу настояться хотя бы 10 минут. И затем можно закладывать листья. У листьев ножки могут быть либо мягкими, достаточно мягкими, либо жестковатыми. Если ножки, вот эта белая часть жестковатая, то вы ее оторвите и не используйте. Вот если же она достаточно мягкая и симпатично смотрится, то тогда ее тоже можно употребить. Вы можете нарезать листья для данного салата ножом. В Корее их разрывают руками. Почему? Потому что это смотрится более красиво, и салат так выходит более пышным. Для этого мы складываем листья, несколько листьев один на другой, расправив их, и сначала отрываем им белые кончики, белые ножки, если это необходимо. Затем мы разрываем листья вот так вот вдоль, и затем складываем их вместе и разрываем на поперек. Либо один раз, либо несколько раз, в зависимости от того, какого они размера. Но не делайте куски слишком маленькие. И теперь можно закладывать прежде нарезанный лук и другие овощи и зелень, если они имеются. Зеленый лук тоже также можно нарезать и добавить. И теперь мы все хорошо перемешиваем. Важно, как перемешивать. Не давите на салатные листья. Такими легкими движениями вы как бы приподнимаете их и захватывая части соуса на дне, и вот так вот перемешиваете. Затем, перемешав, мы добавляем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки, а также кунжутные семена. 1 чайной ложки будет достаточно. И затем еще раз все перемешиваем теми же самыми легкими, такими приподнимающими, как бы подбрасывающими вверх салатные листья движениями. И все можно подавать, сервировать к столу.
Закладывайте листья тоже аккуратно, то есть обходитесь с ними нежно, чтобы салат остался таким пышным и воздушным. И перед подачей мы также посыпаем немного кунжутными семенами. Этот салат имеет свойство очень быстро терять свой внешний вид. Он быстро дает воду и оседает, и выглядит уже не так экстравагантно и аппетитно. Поэтому этот салат нужно готовить уже когда все остальное на столе и подано к столу, то есть готовить его прямо перед подачей. А готовится он очень быстро, за 5 минут. Приятного вам аппетита!